Привет, друзья! Видеообзор на ЛуАЗ 969М. Это моя машина, я владею ей много лет. Сам ее тюнинговал, сам ее восстанавливал. Все знаю про ЛуАЗы и вам сейчас подробно расскажу. От вас нужен лайк и подписка. Поехали! Машина утилитарная, военная. Имеет дизайн бабушкиного комода. Салон не имеет ни малейших намеков на комфорт, но зато такой салон легко можно помыть шлангом или с керхера. Сиденья здесь мало чем отличались от табуреток заводские, поэтому я поменял их на сиденья от BMW E34. Сзади у нас третий ряд от Mitsubishi Pajero. Посмотрим, сколько места у нас для задних пассажиров. Во мне 2 метра роста, и я сейчас сижу за собой. То есть сиденье максимально выдвинуто назад. У меня еще впереди целый космос. Места больше, чем в Mercedes S-классе. Больше, чем в BMW Long. Еще и кабриолет. Вот это кайф. Машина полна странностей. Вот, например, коробка передач. Первая передача здесь стыкается на себя. Не от себя вперед, как мы привыкли на всех механических коробках передач, а на себя. Дело в том, что коробка передач здесь от запорожца, а на запорожце мотор, как известно, сзади. Вот. Здесь мотор спереди, соответственно, коробку передач развернули, поэтому она у нас зеркальная. Это обратная коробка передач. Мы будем перемещаться между разными локациями. Я вам буду показывать нашу природу и потихонечку рассказывать про машину. Заводской каркас безопасности легко сминается при перевороте, поэтому мы сварили новый каркас безопасности на толстой 40-миллиметровой трубе. Теперь можно переворачиваться и не бояться, но мы не планируем переворачиваться. Вот. Делать жесткую крышу я не стал, потому что жесткая крыша добавляет веса и центр тяжести смещается вверх. У нас тентовая крыша. Мягкая, ее легко снять. Вот такую теплую погоду мы всегда ездим на кабриолете, дышим свежим воздухом. И к тому же его главное преимущество в том, что центр тяжести ниже и сложнее перевернуть машину на бездорожье. Я разобрал его до болтика. Каждую деталь тщательно отмыл. Если были хоть какие-то сомнения в надежности, деталь менялась на новую, чаще всего усиленную или тюнингованную. Вот, например, рулевой редуктор. Все, кто знаком с ЛуАЗом, знают, что это самое слабое место в машине. Даже новый рулевой редуктор люфтит на 360 градусов. При выезде из колеи хрустит, и это на маленьких колесиках. Я поставил большие колеса, соответственно, нагрузки возрастают кратно, поэтому поменял рулевой редуктор, поставил сюда газелевскую рулевую колонку. Она у нас имеет огромный запас прочности, потому что спроектирована для грузовой машины весом несколько тонн. Наш ЛуАЗик гораздо легче, нагрузки меньше, поэтому здесь можно не переживать. После такой доработки руль стал информативнее и точнее. И еще даже немножко легче, потому что луазовский рулевой редуктор имеет 4 оборота от крайнего левого до крайнего правого положения, а газелевский 6. Именно поэтому такое ощущение складывается, будто бы машина с гидроусилителем. Кстати, на ЛуАЗ еще ставят рулевую рейку от Golf 1.6, Volkswagen Golf. Но дело в том, что эта рулевая рейка устанавливается прямо на балке и, соответственно, уменьшает клиренс, и всегда есть вероятность наехать на нее в колее или на камнем ее повредить. Поэтому я не стал идти таким путем, а поставил газелевскую. Здесь довольно низко, поэтому мне приходится постоянно пригибаться. Значит, для того, чтобы установить большие колеса, мы немножко приподняли машину с помощью вот таких вот лифт-проставок, 4 сантиметра. Приподняли кузов над трансмиссией. Вот. И, соответственно, дальше у нас повлекли за собой другие доработки. Длины амортизатора, прежней длины амортизатора не хватало, поэтому мы вот установили сюда амортизатор от Нивы.
у него немножко больше ходов, как раз на эти самые 4 сантиметра. Особенностью УАЗа является то, что здесь кардан находится в защитном кожухе. Вот в этой толстостенной трубе. И, внимание, в кардан, вот в эту трубу, в его кожух заливается масло. Вот у нас масленки, вот сапун, отсюда оно сливается. И кардан вращается в масле, в масляной ванне. Вы представляете, насколько это придает надежности? И даже если вы где-то на бездорожье сядете на этот кардан, на какой-нибудь камень, на бревно в лесу, вы его не погнете и спокойно доберетесь назад. Он выдержит вес всей машины. Вот. Что касается подвески, она у нас здесь торсионная на продольных рычагах. Вот мы видим рычаги. Здесь внутри установлены торсионы. Это довольно-таки надежный тип подвески. Дело в том, что машина у нас военная, разрабатывалась для военных, и, соответственно, надежность здесь на первом месте. Вообще, насколько я понимаю, эту машину планировали сбрасывать с самолета с парашютами прямо на поле боя. И эта подвеска должна была выдержать падение с парашютом. Вот, и я думаю, что она выдержит. На колесах у нас установлены редуктора. Вот. На каждом колесе установлен вот такой редуктор. Внутри 2 шестерни. На стандартных заводских шестернях передаточное число 1,29. У нас здесь установлены тюнингованные шестерни. Передаточное число 1,78. Потому что заводские шестерни у нас на скорость больше. Скорость нам на бездорожье не нужна. В лесу, в горах гораздо важнее тяга. Поэтому я установил тяговые шестерни. Вот, и, соответственно, крутящий момент увеличивается. Плюс к тому же у нас большие колеса, и, соответственно, это компенсируется. Скорость, в принципе, в скорости мы практически ничего не проиграли, установив такие шестерни. И к тому же шестерни я поставил с косым зубом, косозубые. Ну, дело в том, что косозубые шестерни, они немножко тише работают, чем прямозубые, и гораздо надежнее прямозубых. Первый переднеприводный автомобиль в Советском Союзе была не ВАЗовская восьмерка, как многие считают, а именно ЛуАЗ. Дело в том, что до 1971 года, пока инженеры ЛуАЗа не освоили производство редуктора заднего моста, ЛуАЗы выпускались переднеприводными. И, кстати говоря, первый полноприводный автомобиль во всем СССР был тоже ЛуАЗ, а не Нива, как многие считают, потому что Нива появилась, по-моему, только в 1977 году, а ЛуАЗ уже в 1971 году был полноприводный. Мотор у нас V-образный, друзья, 4-цилиндровый, с воздушным охлаждением. Вы представляете такое сочетание? V-образный 4-цилиндровый мотор. Вы вообще знаете еще любую машину с таким же мотором? На самом деле это мотор от Запорожца, и он больше похож на мотоциклетный мотор. Мы его не меняли, оставили все как есть. Вы правильно услышали, с воздушным охлаждением. Здесь нет ни радиатора, ни антифриза, ни помпы, ничего лишнего в этом моторе нету. Такой аскетичный мотор. На самом деле в этом огромный плюс, потому что нет радиатора, значит мы не пробьем его, пробираясь сквозь густую лесную чащу веткой. Нет антифриза, значит мы не закипим. Владельцы Нив понимают, о чем я говорю. И самый главный плюс, конечно, ремонтопригодность. Этот мотор можно перебрать в лесу на ближайшем пеньке с подручными инструментами, просто откапиталить за 3 часа. Потому что цилиндры здесь у нас сверху, все очень удобно, легкий доступ в любую зону. Именно поэтому я и оставил этот мотор и не стал его менять на другой мотор. Кстати, если садится аккумулятор, мы всегда можем завести этот мотор с кривого стартера. Например, если у вас сгорел стартер, у нас есть специальный кривой стартер. Сейчас я покажу, как это делается. Сходил за кривым стартером, он у меня всегда в багажнике. Вот так вот он выглядит. Просто прут скрученный вот такой вот крючком. Нужно включить зажигание, друзья. У нас заработает электробензонасос, но ничего не поделать, это автоматически. Газовать я не могу. Подсос вытягиваем. Как на любой карбюраторной машине, подсос должен быть вытянут. Вот, пробуем завести. Я этого очень давно не делал, не знаю, получится или нет. Посмотрим. Так.
Завелся, друзья. Сейчас я подсос уберу. Убираем подсос. Посмотрите, как ровно работает мотор. Карбюраторный мотор. Не забывайте, друзья, чтобы он так ровно работал, нужно было проделать над ним большую работу. Что мы сделали? В первую очередь заменили поршня. Здесь стоят жигулевские поршня. Объем с ними примерно 1,4. Немножко увеличилась мощность. Поставили электронное зажигание. Бесконтактное. Электрический бензонасос. Провода нулевого сопротивления. Такие дорогущие. Генератор от десятки на 80 ампер. Посмотрите, генератор мы установили в высокой точке, для того, чтобы, когда мы проезжаем глубокие лужи, идем реку вброд, вода не попадала. Вот. Свечи у нас с калильным числом для моторов воздушного охлаждения, НЖК японские. Это у нас семерочный карбюратор Solex с кулачком ускорительным от Нивы 1.7. Здесь у нас увеличенные жиклеры стоят. Топливный жиклер соточка, воздушный 155. Вот, то есть карбюратор у нас тоже тюнингованный. Полный привод здесь включается вот этим рычагом. Дело в том, что здесь по умолчанию только передний привод. Пока мы не дернем рычаг на себя. Вот это передний привод, это полный привод. Вот, мы подключили редуктор заднего моста. Это можно делать даже на ходу. Вот мы едем, передний привод, полный привод. Есть еще блокировка, про нее я вам тоже расскажу. Тормоза на Луазе неплохие, при одном условии, если вы останетесь на маленьких 13-дюймовых колесах. У нас колеса большие, накат соответствующий, поэтому я установил вакуумный усилитель от ГАЗ-53, то есть это вакуумный усилитель от грузовой машины. Соответственно, он останавливает машину весом 1 тонну, с огромным запасом, потому что предназначен для машины весом 4 тонны. Вот. Единственное, до того, как я его установил, я переживал, думал, что может не хватит вакуума, потому что мотор у нас 1,2 литра, а этот вакуумный усилитель для мотора 4 литра, газоновский. Вот. Но как только установил, все сомнения рассеялись, отлично все тормозит. Конечно, перебрали еще все остальные компоненты, установили сюда новые колодки, новые тормозные шланги, новый рабочий тормозной цилиндр Phoenix, новый главный тормозной цилиндр, все импортное. Вот. В общем, тормоза у нас теперь просто супер. Выехали на асфальт. Сейчас попробуем замерить максимальную скорость. Ускорение замерять не будем, потому что до 100 он в принципе не разгоняется. А вот максималку узнать было бы интересно. Вот такое приложение скачали на телефон, потому что родной у нас спидометр не работает, там тросик нужно соединять. Пока что вот 61, 62 идем. Но сейчас выйдем напрямую, там может быть чуть больше будет. Так, разгоняемся. 71. 76. О, 82 уже. Довольно уверенно идем. 83. 85. Все, не буду больше мучить машину. 85 мы идем. В принципе, этого достаточно. По кузову тоже проделана большая работа. Он был весь зачищен, кое-где местами подварен и загрунтован эпоксидным грунтом. Покрасили под цвет хаки. По каталогу Вика этот цвет имеет номер 303. Если захотите покрасить, пожалуйста, найдете, будет у вас точно такой же цвет. Арочки мы немножко порезали.
но только передние. Задние арки нигде не задевали, там у нас лифт 4 сантиметра, поэтому резать не пришлось. Передние вот так красивенько полумесяцем порезали, теперь колесо нигде не задевает, все отлично. Пороги мы усилили квадратной 40-миллиметровой трубой толстостенной. Теперь сюда можно упирать домкрат хайджек, очень удобно, можно поднять сразу одну сторону, два колеса, если вдруг где-то забуксовали, приподняли, засунули туда ветки, камни, спокойно выехали. На шиномонтаже тоже это очень удобно. Днище мы обработали пуш-салом, перемешали с растопом. Это антикор такой. Очень хорошо работает. Его основной плюс в том, что он никогда не застывает, не дубеет, как мастика. И поэтому, если вдруг где-то образовалась трещинка, камешек попал, он как бы самозатягивающийся, самовыравнивающийся, сам себя ремонтирует, короче говоря. Еще один плюс такого антикора в том, что у нас днище всегда такое жирненькое, маслянистое, и грязь не липнет. То есть, если мы где-то в грязи, а машина, собственно, для оффрода и предназначена, постоянно в грязи, реже нужно мыть, грязь просто не прилипает, отваливается кусками. Ну и какой же обзор ЛуАЗа, друзья, без оффрода. Вот такую вот грязь мы сегодня нашли. Только что здесь забуксовала Mitsubishi Pajero. Я надеюсь, мы проедем. Здесь прям болото, очень долго стояла вода. Включаем блокировку. Кстати, блокировка на ЛуАЗе идет штатная, заводская. Это не тюнинг, как на других машинах, а по умолчанию с завода установленная опция. Очень выручает. Поехали дальше. Давайте я вам покажу содержимое моего багажника, потому что это тоже очень важно. Кто-то хочет укомплектовать свою машину к дальним поездкам, экспедициям, и поэтому может тоже такой чек-лист сделать. Значит, домкрат речный, довольно высокий. Здесь у нас буксировочный трос, если сломаемся, чтобы нас дотянули. Рывковая стропа, динамическая стропа, чтобы вытянуть из болота. Ящик с инструментами, то есть все есть, можно откапиталить мотор на коленке, как я уже говорил. Здесь это у нас экспедиционная канистра на 15 литров. Если вдруг пробьем бак, мы всегда можем кинуть шланг в канистру и доехать до дома. 15 литров в запасе у нас есть. Значит, механическая лебедка. У кого есть электрическая, хорошо. У меня электрической нет, есть механическая. Пока еще ни разу не понадобилась, надеюсь, не понадобится. Это у нас, мы уже познакомились, кривой стартер. Нужная вещь. Ремкомплект шин тормозной. Тормозная жидкость, запасной электробензонасос, кстати, есть, баллоневый ключ, ну и тут всякие шланги, запасной даже коммутатор есть, запасная бобина, у нас же электронное зажигание, вот запасной коммутатор, ну и так далее, всякие хомутики, проволочки, все это тоже бывает нужно. И запасной ремень тоже, не забывайте, возите с собой запасные ремни. Понижающая передача на ЛуАЗе очень короткая, с передаточным числом 7,2. Это тракторное передаточное число. Оно превращает машину в настоящий тягач. Иногда мне кажется, что ЛуАЗ на понижайке может утащить за собой целый железнодорожный состав. Спасибо, что посмотрели, друзья. Подписывайтесь, будет еще много интересных видео, а мы с ЛуАЗиком погуляем, пособираем ромашки.